Когда человек начинает изучать Дуйко, то он обычно думает так. А если я начну практиковать его семинары, и что-то пойдет не так, и будет очень плохо, наоборот, станет хуже. Когда человек думает об этом, я обычно говорю, вы когда-нибудь пробовали, вы когда-нибудь видели, как дети начинают ходить? Так вот, каждый ребенок, который начинает ходить, обязательно многократно падает. Точно так же и в эзотерике. Когда человек начинает заниматься эзотерикой, то, как бы это ни звучало для вас, из огромного количества информации один настроен получать только один пласт, а другой второй. Именно поэтому я часто рассказываю историю о двух одинаковых близнецах из одной семьи, которые решили посетить музей Версаль. Они пришли в Версаль, целый день ходили по залам, рассматривая живопись, рассматривая экспозиции, которые были выставлены. После этого, когда вышли, один говорит, да чего же красиво, так на меня повлияли эти картины, я в восторге, а тебе понравилось? А второй говорит, да нет, мне не понравилось. А почему тебе не понравилось? Ну потому что я смотрел на рамы, на всех рамах пыль, смотрел под диваны, везде пыль, грязненько, там вот отколото что-то, там еще что-то. Один пришел, живопись увидел, другой пришел, пыль на рамах нашел. Так и в этой эзотерике. Наша эзотерическая школа, она ориентирована таким образом, что человек, который приходит и которому нужны деньги, он должен ориентироваться на философию. А тот человек, у которого уже есть тепло, чувство, семья, вот ему нужно читать коды для денег, тогда деньги увеличатся. А у нас происходит наоборот. Люди, когда бегут, им надо, и они все отталкивают от себя, то им нужна философия, которая начнет им говорить, с чего нужно начинать. С обучения того, что не нужно бояться, что нужно обнимать мир, что не все так плохо. А они что начинают делать? Они не отключили у себя возможности отталкивать этот мир, но они начинают его еще более толкать. То есть они боятся предпринимать что-либо, боятся сами что-то делать, боятся начинать, но читают и фигачат коды. А коды делают хуже. Почему? Ну как заставить человека начать предпринимать? Как заставить на человека шевелиться начать? Как заставить человека работать? А он не может. Почему? Потому что там нужно изменить философию. Проработать со страхами, проработать с любовью, проработать с теми, кто рядом находится и так далее. Очень часто это явление. Даже так бывает, что вот женщина мне написала, я вот с мужчиной живу, Андрей Андреевич, что мне делать? Дайте разобраться, у нас денег все меньше и меньше, меньше и меньше. Я уже об этом говорил, я могу сказать эти слова. Вы их просто не особо можете услышать. И те люди, которые сейчас тонут и куда-то бегут, они должны их знать, эти слова. Они выглядят так. Любовь, куда течет любовь, туда текут и деньги. А куда, из чего начинается любовь? Первое. Когда вы ложитесь спать и закрываете глаза, то с кем вы остаетесь? Первое, с собой. А сколько времени с собой вы проводите? Первое, с собой все время. Вы с собой все время проводите, да? Тогда кого нужно любить максимально? Люби себя, наплюй на всех, и в жизни ждете успех. Тогда любите себя. Как проявляется любовь к себе? Гладьте иногда себя, там, купайте иногда себя. Говорит, ты моя хорошая, ты мое солнышко, ты моя ласточка. Кому вы не нравитесь, у того нет вкуса. Любите себя маленького в себе. Не нужно к себе так строго. Иногда нужно и перед телевизором поваляться, и по улице походить. Да, и кнутом, и пряником, знаете, как говорят. Люби как душу, тряси как грушу. Так же к телу необходимо относиться. Почему? Начнете ненавидеть, закроете к себе поток какой? Любви. Почему? Но если вы есть камень, ненависти к себе, то какой поток денег может прийти к вам? Второй, а еще рядом с вами находится кто? Кто создает вторые потоки. Смотрите, а вы там начинаете
С вами под одной крышей живут ваши близкие, вы начинаете. Ты какашка, ты подлец, ты сволочь, ты негодяй. Как ты задолбал, ты вообще чума. Орете, вредничаете, вытаращиваете глаза. У вас ко всем претензии, вам то плохо, то вы скисшие, то вы орете. То вы орете, то вам плохо, то вы скисшие, то у вас претензии, то вам плохо, то вы скисшие, то у вас претензии, то вам плохо, то у вас скисшие, то у вас претензии. Ко всем лезете с чем-то, ко всем у вас претензии, при этом считаете себя ангелом мира, счастья, свободы, которым нужно наслаждаться. А мордочку свою в зеркало видели? А скисшую мордочку видели? А себя не видно со стороны, а на вас смотрят. Близким не улыбаетесь, с близкими не обнимаетесь, близких не целуете, близким все время там бла-бла-бла, ты плохой, делай так, я обижаюсь, все, ненавижу. И так. К вам потом относятся как к придурку. Потом на вас смотрят и думают, боже, какой он токсичный человек, какой он токсичный человек. Что вы сделали? Вы не любите себя. Первый камень. Любовь к вам не течет. Второй камень. Люди, которые живут с вами, тоже вас не любят. А нужно для них что-то делать, чтобы они любили. За ручку подержать, комплимент сказать, веселую историю, прикоснуться, обнять, поцеловать хотя бы, чтобы хоть намек был на то, что вы соучаствуете в этом процессе совместной жизни, где есть все-таки уважение, любовь, где есть все-таки радость, чувственность и так далее. Оно должно быть. А как обычно бывает, мужа ненавижу, муж придурок, пошел. Дети пошла, сама толстая, там, с ракой и так далее. Дальше. Дети ненавидят, близкие ненавидят, свекрухи, тещи ненавидят, знакомые ненавидят. Какие деньги? Чего вдруг день? А человек говорит, а зато я кошкам помогаю, а зато я помогаю собакам, а зато я миру помогаю, а зато я людям там подаю или еще что-то. Да, люди, скорее всего, вы подали людям, и человек говорит, ой, какой молодец, ой, такой, так приятно, какой же молодец, такой вот хороший человек, такой же молодец. И начинает вот эта вода денег к вам течь, а у вас перед вами находится первый забор, это вы, второй забор, это ваши близкие, которые вас ненавидят. И третий забор — это люди, которых вы оскорбляете где-либо, это тоже заборы. То есть человек сказал, да, он там киданул, сволочь, вот вы ментально, там у вас забор. То есть, да, хорошо, но стоит столб, волнорез. И вот этот волнорез, какой волнорез? Триггер. То есть вы там киданули, обманули, сказали, много людей считает вас подлецом, обманщиком, аферистом, душегубом и ненавидит вас и так далее. Все, энергия это стоит. И здесь надо либо мега любовь по отношению к вам. Тогда волны будут такими большими, что они через вот эти столбы будут перелетать. Женщина говорит, я там не особо его люблю, он меня не особо. Почему? Ну потому что она там на одних смотрит, он на других. А надо бы смотреть на близких. Надо бы смотреть на близких. А вот как найти вот эту любовь, с этого нужно начать. Что денег нет? Бо любви нет.